Мы в Стамбуле, гастрономической столице мира. Мировой столице стритфуда. Итак, дано 1000 рублей. В зависимости от региона могут отличаться. И еще 250. Нас ведь двое. Только оденьте поприличнее. Пустые животы и огромное желание рассказать и попробовать весь турецкий стритфуд. Пойдемте все пробовать. Наш первый пункт в нашем гастрономическом путешествии по уличной еде Стамбула — это площадь Таксим и мокрый бургер. Стоит мокрый бургер 30 лир практически везде. 120 рублей. Мокрый бургер и шлак, хамбургер. В общем, турки додумались положить котлету между булок. Все это залить томатным соусом и выложить в такой аналог спа. Там булочки на пару лежат, они всегда горячие и такие сочные. Называется мокрый бургер и шлак. Почему? Потому что он на пару, мокрый. Пробуем. Чувствуется, что котлета из натурального мяса. Она маленькая, но у нее яркий вкус. И чувствуется чеснок. И сама текстура хлеба, она очень нежная и приятная. Я бы поставил этому блюду 8 из 10. Очень достойно. Погода на улице ужасная, нас не радует, но мы добрались до второго пункта нашего гастрономического путешествия по Стамбулу. И вы спросите, какой? А я вам скажу кумпир. Вы спросите, что это такое? Вы знаете про крошку-картошку. А что, если я вам скажу, что она появилась здесь, в Стамбуле, и наши умельцы просто ее интерпретировали? Вот у меня кумпир. Это картофель с кучей разных начинок. В данном случае у нас здесь под кетчупом и майонезом скрывается булгур, маринованная свекла, сосиски, рус-салата, который аналог оливье, кукуруза и маслины. И маринованный огурчик с оливками. Все это в картошке, которая заправлена сыром и сливочным маслом. Это вкусно, это прикольно, но это крошка-картошка. Одно и то же, только начинки другие. Кумпир традиционно готовится в районе Артакёй, куда мы приехали. Район Артакёй расположен около одного из мостов, соединяющих Европу с Азией. Вот мы сейчас сидим в Европе, а вот там вот, на той стороне Босфора, стоят дома, они уже в Азии. Мы движемся в район Именёну для того, чтобы отведать знаменитый чи-көфте у Али Уста. В Турции раньше бесконечно популярно было сырые котлеты, чи-көфте, котлеты из сырого мяса. Но потом законодательно в Турции его запретили. И сейчас мы находимся в одном из самых известных мест, где готовят чи-көфте, точнее чи-көфте дурум в Стамбуле. Это Али Уста, рядом с Именёну, в старом городе. В общем, это булгур здесь стоит. Да, это томатная паста. Нас заботливо пригласили и разрешили снять с другой стороны. Пардон. Çok teşekkürler. Капуста, чи-көфте сами, гранатовый соус, лимон, ювка, лаваш? Лаваш. И получается красота. Не острый. Граната. Granada. Evet. Aha, bravo. Limon. Tamam. Salata. Salata. İçi bol. Открыть poşeta. Poşet открыт. Спасибо. Спасибо вам. Более месяца мы были веганами абсолютными. И это такой привычный для нас рацион питания в Турции, потому что все остальные блюда не веганские. Все включает мясо, яйца, молоко. И, в принципе, здесь нам тоже хотели предложить айран, но мы дружелюбно от него отказались. А нас за это дружелюбно пригласили посмотреть, как готовится, так сказать, кухню изнутри. Давайте пробовать.
На самом деле, я большой любитель мяса красного, особенно. И для меня чики-фрей такая небольшая отдушина. Потому что действительно вкус этого булгура со специями, с гранатовым соусом обязательно очень напоминает нежную текстуру такого очень хорошо приготовленного мяса. И, ну, вкус, конечно, специфический, вкус не мясной, но текстура что-то близкое. Чики-фрей это 8 из 10 однозначно. Стоит 25 лир. А? Сделай что в этом месяце. Вообще это место, Али-Уста, оно очень известно многим по звезде Инстаграма Али, который здесь работает поваром. Это самый zlой повар. Acısız bir tane dürüm. Anasını tamam. Al buraya çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın. Nar ekşisi ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Yeşilliği bırakıyorum sana. Это считается. Вот, но судьба распорядилась по-другому. Ни Марио, ни Али, местных звезд мы не встретили. Вот, но тем не менее, чики-фрей не перестал быть от этого менее, не стал от этого менее вкусным. Замечательный, вкусный. А мы двигаемся дальше по району Эминьону, и наступает время десерта. Про баклаву и всякие лукумы рассказывать неинтересно, поэтому держите. Хавка. Дальше они отправляются вот сюда. Это уже какой-то сахарный сироп. А потом они отправляются к нам в животик. 40 лир, а удовольствие просто бесконечное. 40 рублей. Она хрустящая сверху. 10 лир. Ой. 40 рублей, удовольствие просто полные штаны. Хрустящая снаружи, мягкая, тягучая внутри, сахарная, сладкая, с медом. Просто удовольствие. Лучше, чем чизкейк. Да-да. Турция находится примерно между Италией и Грузией. И теперь представьте, что хачапури лодочкой встретились с пиццей и получилось пиде. Еще один пункт нашего гастрономического путешествия по Стамбулу. Нам принесли пиде. Это кумали кашарли пиде. То есть с фаршем и сыром. Вот оно такое. Тягучее. Пробуем. Вы спросите, а можно разве называть стритфудом, если ты сидишь в кафе и ешь? Ребят, ну мы же на улице. Какое оно горячее. Оно прямо из дровяной печи, сочное, яркое, горячее, мясо рубленое. Обалденно. Пиде – это турецкий аналог пиццы в дровяной печи. Это, конечно, это потрясающе вкусно. Если вы большой любитель пиццы, то пиде вам понравится очень. Я пиццу люблю, поэтому пиде я ставлю 9 из 10. Одно из самых прикольных блюд в Турции. И не забудьте подписаться на Инстаграм. Самый часто встречающийся фастфуд Стамбула – это кукуруза, приготовленная на открытом огне, на углях. Кукуруза вареная и печеные каштаны, тоже на углях. Каштаны мы вчера
поели около Айя София. Abi 100 gram kestane lütfen. Просто. Да. Они не печеные. Пока. Вкусно или нет? Они более мясистые. Более мясистые, чем мы ели в Сербии. Вкус другой. Не такой кремовый, а более хрустящий. Это прикольно. Стоит удовольствие 20 лир. Вот такая вот Подожди. у нас курукуза. На вкус как кукуруза. Да ладно, серьезно? На вкус очень сладко. Как будто он туда добавил сахар. Пойдем? Обычно в более хорошую погоду здесь стоят рыбаки и ловят рыбу в Босфоре. Мы поймали в палатке кукурузу и быстренько ее поедаем. Побежали вниз. А где-то стамбульский дождь, до боли, до крика я пихаю в себя. Все, что влезет на улице в меня, просто вот хожу, и все, что влезет, пихаю. Пойдемте дальше. Одно из самых известных и популярных блюд в Стамбуле – это балык дюрум или балык экмек. Ну, только отличается это тем, как его подают. Один подают в куске батона, в хлебе, то есть экмек, балык. Другой заворачивают в лаваш, то есть дюрум, крутят. И, соответственно, блюдо так и готовится, как и переводится. Балык дюрум, рыба в лаваше. Балык экмек, рыба в хлебе. Рыба, немножко овощей, специй, лаваш. И готово. Итак, это балык дюрум. Пахнет он потрясающе вкусно. Понюхай. Вот так вот он выглядит. Вот видно, что внутри овощи, лук, салат, романо и рыба. Нежная копченая рыбка сочетается с салатом, луком, и получается такой недоправленный цезарь с рыбой, если так можно сказать. С Марио сравнить. Балык дюрум у Супер Марио. Взяли его с собой, потому что 30% сервисный сбор специально для туристов, дружелюбные ребята из Стамбула добавляют в счет. И также в меню, которое выставлено на улице, это небольшая порция балык дюрума стоит 45 лир. Нам она вышла в 60. Потому. Не могу сказать, что это невкусно, но то, что это невероятно вкусно, сказать тоже не могу. Я опять же повторюсь, что у Марио не было так плохо, но здесь, не могу сказать, что здесь заметно вкуснее, но вкусно. Я небольшой любитель скумбрии, но она не особо понятна здесь, потому что приправы ее вкус вообще убирают полностью. Есть ее нежная, легкая текстура, и она такая слегка копченая. Двигаемся дальше в нашем гастрономическом турне. И следующий гость – мидия.
нас мидия. Подожди, стой, вот так подержи. Ага. Мидия с рисом. И вот так вот тебе ее подают, лимончиком поливают. Очень просто, легко, 5 лир, 20 рублей. Вот такая вот бумажка. Ну как, Очень вкусный. скажешь свое мнение? Мне нравится мидии, это лайтово, приятно, вкусно. А ты 2 взял? Тебе вторая. Ты 2 взял? Да. Сейчас. Наверное, это один из таких самых лайтовых стритфудов. Могу сказать, что мидии это такой самый легкий стритфуд. Он встречается везде, не только в Стамбуле. Нам он нравится. 50 на 50. Ну, в общем, под настроение такая история. Но, наверное, это 6 из 10. Мы не очень любим мидии, потому что как можно любить мидии, когда есть гребешок, креветки и всякие прочие прелести из этих гадов морских. Мы едем дальше. И мы очень благодарны гостеприимному турецкому народу за все то время, которое мы провели в их окружении. Но некоторые турки очень любят надурить наивного туриста в гастрономической культуре уличной еды. Встречайте Ее Величество Дондурма, турецкое мороженое. Как тебе? Оно тягучее, очень мягкое. И ребята включили нам музыку для нашего канала. Our YouTube channel. Name it On The Road Again. Have a nice time. Memnun oldum. Dondurma çok lezzetli. Sağ ol. Дондурма нам стоило 50 лир, то есть 200 рублей. В чем прикол, кроме того, что тебя обманывают с этим рожком? Прикол этого мороженого в том, что оно тягучее. Оно, наверное, больше ближе к итальянскому джелато, если кто-то пробовал. И у него ярко выраженный вкус хорошего мороженого, типа мёвенпика. Но еще к этому добавляется такая вот тягучая структура. Это офигенно. Если рассуждать о мороженом, то шоколадный мёвенпик это 10 из 10, а дондурма это 9 из 10, потому что текстура хрупкая. Семит. Один из самых главных ништяков турецкого фастфуда. В этот раз, он у нас с нутеллой. Вот так вот его промазали, щедро и добро. Очень много. Его у нас не пожалели. Выглядит это потрясающе. А на вкус? Вначале у тебя идет кунжут, потом нутелла, плотная, сильная текстура такого хорошо пропеченного хлеба. Вкус очень круто. Это 7 из 10. Просто потому что суховато, а? Что? Он стоит 25 лир, то есть 100 рублей. Что, мы продолжаем бороться с голодом, народными средствами турецкими и представляем вам, наверное, короля турецкого стритфуда тавук дönер. Шаурма, шаверма, дёнер, дёнер, дюрюм, как хотите называйте, одно и то же. Вот у нас тут курица на вертеле в лаваше с овощами, но без соуса. Здесь соус не добавляют к шаурме нашей привычной.
А еще мне дали перчик. Его традиционно дают всегда. Он маленький, но острый зараза. Вообще невероятно. Все плохо? Это супер. Кому-то не нравится турецкий дёнер, потому что в нем нет соуса и он кажется сухим. Но кому-то, в том числе и нам, он кажется более здоровым, наверное, ну, более полезным из-за этого. Хотя это все предрассудки, конечно. Или нет, ты не сказал. 8 из 10. Донер кайф. Ну что же, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Давайте подведем итог. Мы потратили ровно 500 турецких лир, то есть 2000 рублей. Попробовали 11 блюд уличной кухни в Стамбуле. Технически их было 12. В общем, спасибо вам за просмотр еще раз. Оставайтесь с нами. Удачной дороги. Встретимся по пути.